Ваша собака не знает, что вы человек. Она смотрит на вас каждый день. Она спит рядом с вами, встречает вас у двери, чувствует ваше настроение раньше, чем вы сами. Но в ее голове вы не человек. Вы никогда им не были. То, кем вы являетесь для своей собаки, гораздо страннее и гораздо глубже, чем хозяин. И когда вы поймете, кем именно она вас считает, вы никогда больше не посмотрите на нее так же. Досмотрите до конца, потому что то, что происходит в 4-й части, объясняет поведение, которое вы видите у своей собаки каждый день и всегда понимали неправильно. Начнем с того, что кажется очевидным, но почти всегда понимается неправильно. Многие владельцы думают одно из двух. Либо «моя собака думает, что она человек», либо «моя собака думает, что я собака». И оба этих предположения неверны. Собака прекрасно знает, что вы не собака. Она не пытается играть с вами по собачьим правилам, она не путает ваш запах с запахом другого пса, она реагирует на вас иначе, чем на любое животное своего вида. Но вот что странно. Ее мозг также не помещает вас в категорию «еще одна собака» и не в категорию «существо вроде меня». Вы для нее нечто отдельное. Нечто, для чего у нее, возможно, нет точного эволюционного шаблона. Исследователи поведения животных заметили нечто, что не могли объяснить годами. Собаки демонстрируют по отношению к людям поведение, которое взрослые волки не демонстрируют друг другу вообще. Поведение, которое в природе существует только в одном контексте — в отношениях детеныша и родителя. И это не метафора, это не милое сравнение. Это буквальный, измеримый нейробиологический паттерн. И через минуту вы увидите доказательство, которое заставило ученых полностью пересмотреть, чем является связь между вами и вашей собакой. Чтобы понять, кем вы являетесь для своей собаки, нужно понять, что с ней сделала эволюция. И это одна из самых странных вещей в природе. Большинство млекопитающих, взрослея, перестают вести себя как детеныши по отношению к своим родителям. Взрослый волк не выпрашивает еду, не скулит от радости при встрече, не ищет постоянного одобрения. Взросление означает независимость. Это правило почти для всего животного мира. Собаки — исключение. Огромное, странное исключение. В какой-то момент за тысячи лет жизни рядом с человеком эволюция сделала нечто необычное. Она остановила часть психологического развития собаки. Заморозила ее на стадии, напоминающей вечное детство. Ученые называют это неотенией, сохранением детских черт во взрослом возрасте. И речь не только о внешности, о больших глазах, мягких чертах, висячих ушах. Речь о поведении, о психологии, о чем-то, что осталось незавершенным намеренно. А вы замечали, что ваша собака, даже взрослая, встречает вас так, будто вы вернулись после месяцев разлуки, хотя вас не было 20 минут? Что она смотрит на вас, ища одобрения, прежде чем что-то сделать? Что она скулит, прижимается, ищет контакта, как ребенок? Это не невоспитанность, это не избалованность. Это вид, чья психика была отобрана так, чтобы никогда полностью не вырастать рядом с нами. Вейдлок. Но все это только поведение, наблюдение. А потом, в 2008 году, ученые заглянули внутрь мозга собаки. И то, что они там нашли, превратило теорию в неопровержимый факт. Исследователи измерили уровень гормона под названием окситоцин у собак, когда те смотрели в глаза своим хозяевам. Окситоцин — это не просто гормон счастья, это очень специфическая молекула. В природе она выполняет одну из самых важных функций. Она связывает мать с ее новорожденным ребенком. Когда мать смотрит на своего младенца, ее мозг наполняется окситоцином. Когда младенец смотрит на мать, то же самое. Это химическая основа самой глубокой связи, которую знает природа. И вот что обнаружили ученые. Когда ваша собака смотрит вам в глаза, в ее мозге происходит выброс окситоцина, а в вашем тоже, одновременно, между двумя разными видами. Тот же гормон,
та же система, та же нейрохимическая петля, которая связывает родителя и ребенка. Это не происходит между волками, не происходит в той же степени с большинством других животных. Это уникальный механизм, который развился специально между собаками и людьми. Что это означает буквально? Когда ваша собака смотрит на вас, ее мозг активирует систему, которая в природе предназначена для связи ребенка с родителем. Вы не ее друг. Вы не ее вожак в том смысле, в котором обычно это представляют. Вы занимаете в ее психике место родителя. Место, которое ее мозг никогда не перерастет. И вот здесь начинается часть, которую многим владельцам тяжело осознавать. Потому что если вы для собаки фигура родителя, это объясняет нечто болезненное. Нечто, что вы, возможно, видели своими глазами и не понимали, что именно происходит. Тревога разлуки. Почти каждый владелец собаки слышал этот термин. Многие видели это своими глазами. Собака, которая паникует, скулит, разрушает вещи, когда остается одна. Большинство людей думают, что это плохое поведение, что собака мстит, капризничает или недостаточно обучена. Это полное непонимание того, что происходит. Вспомните, что мы только что узнали. Мозг вашей собаки обрабатывает вас как родительскую фигуру. А теперь подумайте, что происходит с ребенком психологически, когда его внезапно разлучают с родителем. Паника, дезориентация, чувство, что мир перестал быть безопасным. Не потому, что ребенок избалован, а потому, что его нервная система буквально построена вокруг присутствия этого одного человека. Ваша собака переживает то же самое. Когда вы уходите, для нее это не «хозяин ушел на работу». Для той части ее мозга, которая застряла в вечном детстве, это «мой родитель исчез, и я не знаю, вернется ли он». Вот почему собака встречает вас так бурно, когда вы возвращаетесь. Это не просто радость, это облегчение. Глубокое, всепоглощающее облегчение существа, чей источник безопасности снова появился. И это поднимает ответственность, о которой большинство владельцев никогда не задумываются. Вы не просто кормите это существо и выгуливаете его. Вы — психологический якорь создания, чей мозг навсегда остался в состоянии, ожидающем родителя. Но у этой истории есть и другая сторона, менее тревожная, более прекрасная. И она меняет то, как вы можете смотреть на каждый обычный момент со своей собакой. Если ваша собака видит вас не равного, а нечто большее, родительскую фигуру, эмоциональный центр своего мира, то каждое обычное действие, которое вы совершаете, несет гораздо больший вес, чем вы думали. Тон вашего голоса, ваше присутствие в комнате, то, как вы реагируете, когда она подходит к вам. Для вас это мелочи, фон повседневной жизни. Для нее это то, из чего складывается сама ее психологическая реальность. Когда вы спокойны, ее нервная система успокаивается. Когда вы напряжены, она это чувствует и напрягается тоже. Не потому, что она копирует вас, а потому что, как ребенок, настроенный на родителя, она регулирует свое внутреннее состояние по-вашему. А вы замечали, что в трудный день собака как будто становится к вам ближе? Ложится рядом, кладет голову вам на колени, не отходит. Она не понимает, что случилось, но она чувствует изменения в своем якоре и делает единственное, что знает — остается рядом. Большинство людей думают, что они просто завели питомца. На самом деле они стали чем-то, для чего у эволюции нет точного названия. Чем-то средним между другом, защитником и неосознанным родителем вида, который тысячи лет назад решил никогда полностью не взрослеть рядом с нами. Так что вернемся к тому, с чего мы начали. Ваша собака не знает, что вы человек. И теперь вы понимаете, почему это не грустно, а удивительно.
Потому что то, кем вы для нее являетесь, гораздо глубже, чем просто человек. Вы — ее безопасность, ее постоянная точка, существо, вокруг которого построена вся ее эмоциональная вселенная. Когда ваша собака смотрит на вас сегодня вечером, вспомните, это не просто питомец, ожидающий ужина. Это создание, чей мозг выбрал вас в качестве центра своего мира. И никогда этот выбор не пересмотрит. И если вас удивило, что собака воспринимает вас как родителя, то в следующем видео мы разберем кое-что не менее странное. Как именно ваша собака решает, кому из членов семьи доверять больше всего? И почему она выбирает одного человека над всеми остальными? Подпишитесь, чтобы не пропустить. А пока напишите в комментариях, ваша собака выбрала именно вас или кого-то другого в вашем доме.